Зарождение брони. В 1915 году мир стал свидетелем появления первого работоспособного прототипа танка, известного как «Маленький Вилли». Он был разработан инженерами Уолтером Уилсоном и Уильямом Тритоном и представлял собой инновацию, объединившую броню, двигатель внутреннего сгорания и гусеницы в одном механизме. «Маленький Вилли» был оснащен двигателем Daimler мощностью 105 лошадиных сил. Однако его дизайн столкнулся с рядом проблем. Малые гусеницы и слабая броня делали его непригодным для пересечения траншей и борьбы на передовой. Работа над этой машиной проходила под руководством компании William Foster Co., известной своими сельскохозяйственными машинами. Именно их проект стал основой для будущих моделей. Несмотря на то, что маленький Вилли оставался экспериментальной машиной и не имел башни, его создание означало начало революции в военном деле. Этот прототип заложил основу для последующих танков Первой мировой войны, таких как Марк Эбби, который, в отличие от маленького Вилли, уже мог эффективно преодолевать окопы. Вдохновленные экспериментами с маленьким Вилли, последующие разработки стремились устранить выявленные недостатки, делая каждый новый прототип более маневренным и защищенным. Технологические прорывы той эпохи лишь вскрыли волнующий потенциал новых подходов к танковому строительству, чего можно ждать дальше, когда инженерная мысль обретет новые горизонты. Первая мировая. Революция 15 сентября 1916 года. На поля сражения у реки Соммы раздался грохот дебюта танков Марк Один, которые предложили миру новый способ ведения войны. Эти бронированные гиганты с экипажем до 8 человек смогли удивить всех, но столкнулись и с первыми трудностями. Из 49 машин на поле боя смогли выйти только 32, в то время как остальные покинули строй из-за поломок. Технические несовершенства Марк Один стали основой для будущих улучшений танковых конструкций. С тех пор техника не стояла на месте. В 1917 году на арене появился Марк 4 с усовершенствованной броней и комбинированным вооружением. Эти танки стали настоящими шедеврами инженерной мысли, с увеличенной толщиной брони до 16 мм. Прорывная идея оборачиваемой башни воплотилась уже во французском Renault T, который изменений сам подход, ведь его конструкция задала стандарты для всех будущих танков и позволила более эффективно вести бой. Эволюция от первых робких шагов до эпохальных моделей задавала новое направление в военной стратегии. И несмотря на все трудности и поломки, именно эти модели стали основой будущих боевых успехов. Впереди межвоенный период, и с ним приходят новые амбициозные планы и прототипы, готовые изменить картину угроз и линию фронта. Грядущие события обещают раскрыть невероятные возможности новой танковой эпохи. Межвоенное развитие. После окончания Первой мировой войны танковая техника вошла в период активных экспериментов и преобразований. В 1923 году Великобритания представила модель Vickers Medium Mark T, танк, который отличался улучшенной броней и маневренностью. Франция, в свою очередь, разрабатывала Char B1, известный как национальное сокровище. Советский Союз представил БТ-2, крейсерский танк, способный развивать скорость до 60 км в час, что для того времени было невероятной цифрой. Башенные механизмы совершенствовались благодаря внедрению вращающихся башен, таких как у Renault FT. Это решение сделало танки более гибкими и опасными на поле боя. Хотя дизельные двигатели стали распространены позже, бензиновые моторы продолжали доминировать, обеспечивая надежность и мощность. Улучшение характеристик шло неравномерно с разными подходами к конструированию. Инженеры экспериментировали с весом, броней и вооружением, стараясь найти баланс между защитой и мобильностью. В межвоенный период акцент сместился к легким и средним танкам, которые могли поддерживать пехоту и быстро маневрировать на поле боя. Новый инженерный подход позволил создать специализированные танки для различных задач, разведывательные модели для быстрого движения и тяжелобронированные для разрушительных атак. Однако стоит помнить, что межвоенное развитие лишь подготовило почву для будущих достижений. Каждая идея, каждый прототип во многом послужили стартовой площадкой для будущих моделей танков, которые должны были доказать свою важность во время Второй мировой войны. Продолжающиеся усилия по расширению технических возможностей обещали, что вскоре мир увидит, как танки снова изменят ход истории, превращаясь в невероятные машины боевой эпохи. Вторая мировая. Шедевры. Во время Второй мировой войны танковая техника достигла небывалых высот, став определяющим фактором многих сражений. Немецкие «Пантера» и «Тигр» были мощными символами этой эпохи. «Пантера», классифицируемая как средний танк, обладала впечатляющей пушкой 75 мм КВК 42Л-70, которая превосходила бронебойность даже 85 миллиметровой пушки «Тигра», официально считающегося тяжелым танком.
Это подчеркивало сложность огневого превосходства на поле боя. Несмотря на строгое отличие в классификации, «Пантера» выигрывала по количеству. Около 6000 единиц было произведено с 1942 по 1945 год, в то время как менее массовая «Тигр» достигла лишь около 1350 выпущенных штук. Речь шла не только об огневой мощи, но и о тактическом подходе. «Пантера» обладала толстой лобовой броней 80 мм, которая показывала высокую устойчивость, особенно с наклоном, но ее борта оставались уязвимыми с более тонкой броней порядка 40 мм. Это делало ее уязвимой для ударов с флангов, если не обеспечивалась надлежащая поддержка. Американский «Шерман» стал массовым символом союзных сил. Он поражал своей простотой и надежностью, подходящей для быстрого полевого обслуживания. Стандартизация и огромный промышленный потенциал позволяли создавать его тысячами, компенсируя недостатки вооружения числом. Союзники делали ставку на количество и эффективность использования, а не просто на технические характеристики. В танковой гонке также произошли важные технологические прорывы. Внедрение наклонной брони, улучшение подвески, как на «Пантере», и использование передовых систем связи укрепило позиции новых моделей. Экспериментальные самоходные установки, например, как Ягд Пантера, стали еще одним нововведением, которое оказало влияние на дальнейшее развитие танков. Несмотря на все технические достижения немецких танков, им не удалось обеспечить победу Германии, если учитывать проблемы с массовым производством и эксплуатацией. История показывает, что успех в войне определялся не только технологическим превосходством, но и умением использовать имеющиеся ресурсы и адаптироваться к условиям. А впереди еще множество инноваций и открытий, которые поставят новые задачи перед архитекторами бронированных машин. Как инженеры продолжат модернизировать эти машины войны, чтобы соответствовать требованиям следующего десятилетия? Впереди время амбициозных технологий и стратегий, которые изменят все. Холодная война и инновации. В середине 20 века холодная война развязала технологическую гонку, в которой танки заняли центральное место. Стремление США и Советского Союза к военному превосходству породило множество инноваций. Так, советский Т-55 стал одним из первых серийных танков с комплексной системой защиты от оружия массового поражения и экспортировался в десятки стран, став одним из самых массовых танков в истории. Американская линейка танков Patton, включающая модель М-60, была подготовлена к производству и начала выпускаться уже в 1960 году. М-60 оснащался знаменитой британской пушкой Л-7 калибра 105 мм, что обеспечивало впечатляющую огневую мощь. Эти машины были не просто бронетехникой, а реальными символами стратегического баланса. Американские инженеры сделали важные шаги в создании систем управления огнем. В результате модернизации М-60А3 в 1978 году танк получил лазерный дальномер и тепловизор, что значительно повысило его боевую эффективность на поле боя. Баллистический вычислитель позволил более точно поражать цели, что дало американским танкам преимущество в современных конфликтах. Этот период был не только временем бронированных машин, но и обширной технологической гонкой, включавшей ядерные и ракетные разработки. Такой широкий фронт противостояния требовал не просто улучшения танков, но и обновления всей военной доктрины. Эти события стали основой для дальнейшего развития танков и обострения гонки вооружений. Но что будет, когда новая энергия и электроника начнут не просто улучшать, а кардинально изменять облик танков будущего? Впереди время, когда именно эти технологии сыграют ключевую роль в определении новых стандартов боевой техники. Эра реактора и электроники. В 1980-х и 1990-х годах танковая индустрия начала переживать настоящую технологическую революцию благодаря активному внедрению цифровых систем управления огнем. Эти системы позволили повысить точность и скорость стрельбы, обеспечивая большую гибкость в бою и улучшая взаимодействие с остальными подразделениями. Лазерные дальномеры и тепловизионные прицелы, впервые интегрированные в технику тех лет, обеспечили высокую точность в любых условиях. Современные системы, такие как комплекс «Калина» на танке Т-90, интегрируют множественные функции, от баллистических вычислений до мультиспектрального наблюдения и сложных информационно-управляющих систем. Эти технологические достижения полностью переосмыслили ведение боевых действий, делая танки незаменимыми участниками современного поля боя. Хотя идеи использования ядерных реакторов для танков оставались более теоретическими и экспериментальными, они сменились наработками по другим альтернативным энергоносителям, в которые входят электродвигатель и гибридные системы. Ядерные проекты остались редкостью из-за технологических и экономических ограничений, однако их существование иллюстрировало инженерное воображение той эпохи. Внедрение новых материалов, таких как композитная броня и цифровые системы связи, началось с конца 20 века и продолжает активно развиваться в наши дни. Эти материалы
кардинально изменили защитные характеристики танков, делая их более легкими и устойчивыми к современным видам поражающих факторов. Эти технологические прорывы показали, как далеко может зайти инженерная мысль, стремясь сделать бронетанковую технику более совершенной. Но что еще подготовила для нас будущая эпоха, где технологии начинают диктовать условия на поле боя? Современные разработки обещают быть еще более удивительными, и вскоре мир может стать свидетелем еще более драматических изменений в танковом деле. Современные танки. Давайте погрузимся в мир современных танков, которые олицетворяют верх инженерной мысли и технологического совершенства. Например, американский М1 Абрамс и российский Т-14 Армата являются эталонами того, каким может быть танк 21 века. М1 Абрамс снабжен газотурбинным двигателем от Honeywell, обладающим многотопливностью, тогда как Армата полагается на мощный дизельный двигатель мощностью 1500 лошадиных сил, что делает его одновременно более экономичным и мощным вариантом. Интересно отметить, как скорость этих машин превосходит ожидания. М1 Абрамс может развивать около 42 миль в час, тогда как Т-14 достигает 75 миль в час, преодолевая конкурента на шоссе. Это стало возможным благодаря легкой, но прочной комбинированной броне, использующей новейшие стальные сплавы, что позволяет Армате иметь меньший вес порядка 48 тонн. Не менее интересно и то, как обстоят дела с экипажем. В то время как М1 Абрамс управляется 4 членами экипажа, российский Т-14 сокращает число до 3 благодаря автоматической системе подачи боекомплекта. И это только по верхам преимуществ. Например, на борту Абрамс установлена система защиты Трофи, которая мгновенно реагирует на опасности, а Армата оснащена высокоэффективным комплексом Афганит, который активно защищает экипаж. Эти великолепные машины оборудованы передовыми системами управления огнем, и хотя массовое применение искусственного интеллекта пока в стадии развития, текущие решения уже позволяют улучшать точность и координацию на поле боя. Ставки делают на сетевые битвы, где каждое действие танка синхронизируется с остальными боевыми элементами, что в значительной мере изменяет лицо современных сражений и задает новые стандарты в танковой войне. Эти танки показывают, насколько далеко продвинулась технология и как каждое решение инженеров приближает нас к новой эре вооружений. Но за горизонтом скрываются еще более захватывающие перспективы, и кто знает, какие неожиданные открытия ждут нас в ближайшем будущем. Материалы и защита. Броневые материалы военного времени всегда шли в ногу с вызовами, которые бросало противниковое вооружение. В эпоху Первой мировой войны броня представляла собой толстую сталь, складывающуюся из нескольких слоев, но ее состав и методы обработки были далеки от совершенства. Эта простая и тяжелая броня лишь частично могла противостоять вражеским снарядам, а подчас являлась символом ограниченных технологий тех лет. Во время Второй мировой войны значительным прорывом стала советская модель танка Т-34 с наклонной броней, что было эволюционным шагом в танковой защите. Наклонные листы эффективно отклоняли снаряды, уменьшая вероятность их пробития. Таким образом, инженерная мысль шагнула вперед, предоставляя не только защиту, но и маневренность, что критически важно в условиях поля боя. Эра после Второй мировой войны ознаменовала собой следующий этап – внедрение композитных материалов, которые стали появляться с 60-х годов. Танки, оснащенные такими многослойными бронями, были способны отразить более широкий спектр угроз. Особенно интересен был Т-64 с простой, но эффективной реактивной броней, появившейся в Советском Союзе в 70-х. Эти бронированные элементы, наполненные взрывчатыми веществами и при контакте с поражающим элементом, воспламенялись, поражая потенциальные угрозы. Переносимся в наше время, когда научные исследования все чаще обращают взор к наноматериалам. Они находятся на стадии проработки и обещают революционные изменения. Однако использовать их на практике предстоит в будущем, пока это перспективы, но потенциал их по-настоящему впечатляет. Сначала усилия отвергли фантазии, но прогресс оружия не останавливается. Кинетические и кумулятивные заряды требуют от брони все новой ловкости и прочности. Реальность становится иной, меняя каждое поколение танков и обнажая все новые вызовы, которые инженеры будут стремиться преодолеть. Впереди еще много открытий, но уже ясно, что броня – это не просто металл, это отражение вечно меняющихся потребностей и возможностей мира. Эволюция боевого оснащения. В начале 20 века танки вооружались не просто легкими пулеметами. Уже в Первой мировой британский Марк I демонстрировал в действии адаптированные полевые пушки калибром около 57 мм. Эти первые шаги в вооружении танков знаменовали прорыв в военной технологии и задали новую планку для развития бронированных машин.
период Второй мировой войны танки вышли на новые рубежи. Немецкие «Тигры» оснащались печально известной пушкой 88 мм, которая внушала страх противникам. В то время советские самоходные установки, такие как СУ-85 и СУ-100, были разработаны как специализированные артиллерийские поддержки, ставшие ответом на новые типы угроз на поле боя. Противотанковые орудия, использовавшиеся преимущественно вне танков, продолжили свое существование наравне с пушками и не были их продолжением. В послевоенные годы произошел настоящий технологический скачок с появлением в 60-х годах гладкоствольных пушек, которые привнесли революцию в точность стрельбы и скорострельность. Появление первых управляемых ракетных комплексов стало значительным дополнением, а не заменой для традиционных пушек. Эти нововведения усилили тактическую гибкость и сделали танки более универсальными в боях. Сегодняшние танки, такие как американский Меркава, воплощают передовые инженерные решения с включением современных систем управления огнем и активной защиты, вроде Трофи. В это время немецкий Леопард-2 продемонстрировал развитие технологий с внедрением полуавтоматического управления пулеметами, став эталоном для многих. Интеграция лазерных указателей и применение искусственного интеллекта в системах управления дают возможность улучшить оперативную координацию. Технологическая гонка в развитии вооружений становится движущей силой изменений в танковом деле. Современные разработки и те инновации обещают задавать все новые и новые стандарты для боевых машин. Неизвестное будущее может удивить нас своими невероятными прорывами и, возможно, даже новым пониманием войны. Экспериментальные модели. Тяжелый британский танк ТОК-2 был разработан, чтобы столкнуться с ландшафтами Первой мировой войны, но воплотился только спустя десятилетия. Хотя его мощные габариты обещали успешно бороться с болотистой местностью и траншеями, устаревший с технической точки зрения, он остался на обочине, уступив более маневренным моделям. Этот прототип, не пошедший в серию, открыл глаза на стремление к новым тактическим решениям в условиях меняющегося мира. Советский тяжелый танк «Объект-279», созданный в конце 50-х, с четырьмя гусеничными лентами и особой формой корпуса, предназначался для выживания при ядерных взрывах. Он был разработан для экстремальных полевых условий. Из-за сложности конструкции и смены военных тактик проект так и не стал массовым. Французский танк АМХ-50, несмотря на свои послевоенные амбиции, так и остался экспериментальной моделью. С пневматической подвеской и мощной пушкой он был признан слишком дорогим в реалиях экономических трудностей. Тим AMX-50 мешали политические и экономические изменения, а не ошибочные идеи. Хотя AMX-50 не был связан с легкими боевыми машинами, AMX-13 действительно позволил Франции развивать воздушно-десантные и амфибийные направления. Экспериментальные танки, каждый в свое время, являлись шагом вперед, но экономика, политика и перемены в военных концепциях часто вносили коррективы. Каждое поколение инженеров боролось за право воплотить свои идеи, порой сталкиваясь с непреодолимыми препятствиями. И хотя многие из них остались в истории на страницах чертежей и в воспоминаниях, их влияние на дальнейшее развитие бронетехники неоценимо. Эта эпоха поиска новых решений все так же вдохновляет, открывая дорогу к возможностям, которые невозможно было бы представить без этих смелых экспериментов. Открывающиеся перспективы автономных технологий обещают сделаться новым флагманом инженерной мысли. Умные танки. Современные разработки в сфере беспилотных и автономных танков поражают воображение и открывают перед нами двери в будущее боевых технологий. Беспилотный танк Т-72 «Штурм», созданный концерном «Урал-Вагонзавод», расположен на переднем крае российской инженерной мысли. Он оснащен мощной 125 миллиметровой пушкой Д-14, автоматическим заряжанием и усиленной броней. Это не просто следующее поколение танков, а образец того, куда шагнула военная индустрия России. На другой стороне океана американская компания разрабатывает экспериментальную автономную платформу Ripsaw. Хотя это не серийный танк, а скорее прототип, он демонстрирует возможности автономного управления и потенциальные направления развития. Инженеры нацелены на тестирование технологий, которые могут улучшить взаимодействие различных систем и укрепить технологические преимущества. Важная особенность российских танков будущего — это оснащение оптическими системами, штатными РЛС и интегрированными беспилотниками, что позволяет улучшить навигацию и боевые возможности. Пресс-служба Урал-Вагонзавода подчеркивает, что хотя полная автономия еще не достигнута, уже реализуется опционная экипажность с дистанционным управлением, усиливающая маневренность и безопасность. Отдельного внимания заслуживают технологии защиты, разработка мангалов, которые предотвращают нападение беспилотников с воздуха и укрепление кибербезопасности. Эти силовые мангалы способны защитить верхнюю полусферу, обезопасив танки от дронов и других угроз сверху. Исследования в области альтернативных источников энергии продолжаются, хотя использование солнечной энергии на крупных боевых машинах пока остается перспективой.
Тем не менее, работа в данном направлении может вызвать настоящую революцию в будущем, когда автономные танки будут способны дольше работать в полевых условиях без дозаправки. Россия и Индия недавно сошлись на контракте о поставке двигателей для танков Т-72, открывая новые горизонты в модернизации, что косвенно поддерживает разработку беспилотных технологий. Сегодня автономные машины находятся на стадии интенсивных испытаний и разработок, однако их внедрение подразумевает не исключение роли человека, а ее трансформацию с акцентом на дистанционное управление и автоматизированную поддержку. Инженеры и военные стратеги продолжают стремительное движение к новому подходу в ведении боя, предоставляя миру уникальные технологии, которые обещают изменить лицо будущих сражений. Будущее танков Будущее танков обещает стать невероятным, но не стоит забывать, что многие инновации пока остаются в стадии разработки. США, Россия и Китай находятся на переднем плане, конкурируя за лидерство в создании танков нового поколения. Искусственный интеллект оказывает значительное влияние, улучшая тактические возможности, но сама идея полностью автономных танков пока звучит футуристически. Идеи автономных систем начинают реализовываться в экспериментальных образцах, но массовое производство таких машин еще впереди. Некоторые российские концепты указывают на возможные беспилотные функции, но полная замена экипажей– это вопрос далеких перспектив. Инженеры из Уралвагонзавода подчеркивают необходимость физических размеров для размещения мощной защиты и вооружения, ограничивая возможность создания существенно меньших беспилотников. Энергетические решения также привлекают интерес. Пока основа энергетики танков остается за дизельными двигателями, хотя исследования в области электрификации начинаются. Это по-прежнему экспериментальная область, и крупных серийных изменений пока не предвидится. Будущие инновации в двигателях возможны, но требуют значительных инвестиций и времени. В области бронетехнологий ведущие страны создают многослойную защиту и динамическую броню, играющую важную роль при отражении современных угроз. Нанотехнологии хотя и обсуждаются, но их применение в танковом производстве пока на стадии концепции. Ведущие предприятия находятся в поиске новых материалов, которые позволят создать идеальное сочетание легкости и защиты. Киберзащита и противодействие электронным атакам занимают ключевое место в новых методах ведения войны. Активная работа над системами защиты от электронного вмешательства продолжается, и бронетехника активно интегрируется в сетевые командные структуры. Это позволяет лучше координировать действия и повышать боеспособность на поле боя. Так что же ждет нас в ближайшем будущем? Совсем скоро танки могут стать еще более интегрированными элементами военных операций благодаря продвинутым системам связи и управления. Инженеры не останавливаются в поисках и испытаниях, обещая открыть двери в новую эру безопасности и стратегической гибкости на поле боя. Каждое новое открытие приближает нас к миру, где танки становятся не просто машинами, а полностью соединенными элементами динамичных боевых действий.